Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks. Это новый выпуск игровых новостей, в котором почему-то у меня очень сильно лохматые волосы. Я, с ночи их не развязывала. Я решила, ладно, фиг с ним. Извините, бога ради, автоп. Погнали. 29 октября открыли предзаказы на Resident Evil Requiem, стандартное и делюкс издание. В стандартное за 70 евро входит, очевидно, сама игра и бонусом костюм для Крейс под названием Апокалипсис. В Deluxe Edition помимо игры вошли также 5 костюмов для Крейс, 2 фильтра, 4 оружейных камуфляжа, 2 талисмана, музыкальный комплект и файл письма из 1998 года. Минимальные рекомендуемые системные требования вы можете увидеть на экране. Знаю, многие смотрят видео фоном, не глядя сюда, так что, если вам интересно, да, оно тут есть. Итак, на компьютерах Requiem будет оснащен системой Denuvo, а сама игра релизнется 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2. Упрощенный 2D roguelike в кунг-фу стиле Force Strike выйдет 17 ноября. Игра вдохновлялась классическими фильмами о боевых искусствах. Таким образом, управляя мастером Юи, в игре предстоит отправиться в путешествие по стране, чтобы помочь императору и освободиться от его тирании адмирала. Но не тут-то было, все не так просто, и одних кулаков, как оказалось, недостаточно, поэтому в игру вступает провидение. Таинственная техника, которая помогает ГГ отработать и продумать бои заранее в своей голове. Все еще не гарантия победы, но шанс на нее. Со временем в путешествии у Юи появляются новые техники и улучшения, которые помогут облегчить жизнь. Помимо исследования случайно сгенерированных карт, также будут таверны для отдыха и общения с другими мастерами кунг-фу. По словам компании, игра полностью нарисована вручную. Выйдет она на ПК и Nintendo, а в Steam доступна демо-версия. Атмосферный психологический хоррор от первого лица Casting Whispers вышел в Steam 22 октября. Созданная одним человеком, игра погрузит нас в 1960 год, вымышленный город в штате Коннектикут. Виктория, лаборантка в сфере экстрасенсорики, должна расследовать загадочное дело в многоквартирном доме. Этот инди-проект рассчитан примерно на 6-8 часов геймплея. Что круто, тут есть уникальная механика, возможность прислушиваться, чтобы узнавать тайны, детали и узнавать то, что недоступно зрению в целом. Игра имеет несколько концовок, которые зависят от ваших решений, и я уже добавила ее в свой виш-лист и планирую даже как-то записать летсплей на свой второй канал. Новый бесплатный хоррор-шутер был анонсирован Tencent. Игра Rules of Engagement: The Grey State повествует о противостоянии оперативников и неких монстров в потустороннем измерении. PvPvE-шутер хоть и бесплатный, однако в нем будет косметика, как уже известно, платная, очевидно. В плане геймплея планируется 2 этапа. Подготовка к бою, где отряды начинают поиск снаряжения получше на время, а затем противостояние, когда начинается финальный обратный отсчет и нужно сделать выбор между тем, уйти ли раньше через безопасную линию с гарантированной наградой, или рискнуть всем, чтобы выследить вершину, так называется более ценный артефакт, и сражаться за свое место на вертолете. Системы, требования минимальные и рекомендуемые вы можете видеть на экране, а игра планируется только на ПК в 2026 году. Однажды я обязательно сделаю подборку игр с ведьмами, может даже довольно скоро, но пока я переношу видео на срок подольше, так и компания Chucklefish переносит свою ведьмовскую игру Witchbrew подальше. Симулятор жизни для 4, но не волнуемся, соло тоже можно, где предстоит строить ведьмовскую карьеру, заводить друзей, строить отношения и просто жить. Так вот, его релиз перенесли с конца этого года на 2026. Дата пока неизвестна, только год. Причина лаконичная, нужно больше времени на доработку. В качестве компенсации компания добавила интерактивную карту, чтобы можно было оценить ее масштабы. Ссылку на карту я оставлю в описании, и также вы сейчас видите ее на экране. Из активностей были указаны зельеварение, садоводство, гонки на метлах и кастомизация своего домика. Игра планирует выйти на ПК, Xbox и Nintendo Switch. Также будет доступна по подписке Game Pass. Quantic Dream, известная по Heavy Rain и Detroit Become Human, сообщили о работе над состязательной игрой, что в целом не их стиль, но почему бы и да. И без того они находятся в разработке Star Wars Eclipse, которую анонсировали еще в 2021 году, а теперь и над вторым проектом тоже. Это должна быть условно-бесплатная экшн-стратегия под названием Spellcasters Chronicles. Битвы в ней будут между 2 командами по 3 человека, играя за неких колдунов. Кстати, и на земле, и в воздухе, потому что те умеют летать. Помимо усилений, заклинаний и вооружения, будет возможность призыва существ, и их должно быть довольно много. Также упомянута механика построек. Игра стартует на ПК, даты пока нет, но в Steam уже можно запросить доступ к закрытой бете. Motion Wreck, головоломка-платформер с необычным стилем, вышла 27 октября. Играть предстоит за дрона по имени Рек. Он путешествует по разрушенному миру во власти машин, а цель — это восстановление следов прошлой цивилизации. Имеется механика записи движений роботом. Он буквально записывает свои движения и воспроизводит их, чтобы проходить через препятствия. Таким образом, можно создавать собственные траектории и проходить уровни. И записанное движение можно использовать в другом месте, чтобы открыть путь к труднодоступным локациям. Игра доступна только на ПК, и сейчас в Steam действует скидка минус 10%. Продлится до 10 числа.
Wings Web увидит мир 11 ноября. Это 2D ретро-платформер в довольно милашном стиле, где нам предстоит играть за черепашку и уточку. Однако, судя по всему, у нас будет гореть при его прохождении, ну, у меня точно. Потому что игра вдохновлена классикой 90-х, когда платформеры требовали терпения, и проходить один уровень по 25 раз считалось нормальным. Как я поняла, быстрых побед ждать не стоит, и, не знаю, как у вас снова же. А я могу действительно начать гореть после первых 5 неудачных прохождений уровня. ГГ обладают уникальными способностями, которые можно и нужно комбинировать, и они будут путешествовать через 40 уровней с секретами, ловушками и испытаниями. Играть можно на ПК, PlayStation и Nintendo Switch. Также в Steam есть демо-версия, которую я тоже удачно опробовала, и если вам интересно, в описании будет ссылка на мой летсплей. The Legend of Keemari симулятор посыльный должен выйти в раннем доступе 3 марта 2026 года. Это довольно миленькая игра с лошадками, хотя и это не основа сюжета, однако. Игра перенесет нас в Монголию 13 века, где протагонистка, всадница, доставляет посылки и грузы по пустыне, горам, степям, при этом избегая опасностей. В механиках числится сбор материалов, планирование поездок, включая выбор скакуна, снаряжение и маршрут, использование лука и даже разведение и обучение лошадок. Мне лично игра интересна из-за главной героини, и я надеюсь увидеть ее хотя бы маломальское раскрытие. Кстати, в Steam тоже есть демо-версия, но стоит поспешить, потому что закроется она 30 ноября. Анонсирован Cruise Control, симулятор управления круизным лайнером. Нужно ли пояснять, что нам предстоит делать? Ладно, я поясню. Нужно взять под свой контроль плавающий лайнер и не дать ему пойти ко дну. Причем не буквально. Управлять и отвечать предстоит за все, от развлечений до уборки и технической части. Нужно сделать пассажирок счастливыми, размещая всякие зоны и удовлетворяя желания людей. Чем больше людей будет на борту, тем труднее удерживать все под контролем. Даже следить за тем, вдруг кого-то укачивает. На самом деле это была бы я, у меня морская болезнь. Игра выйдет только для ПК и, скорее всего, в 2026 году. 5 ноября стартовала многопользовательская Sonic Rumble на ПК и мобильных телефонах. Проект рассчитан на 32 участников и участниц одновременно. В игре ждут арены, матчи, где нужно прийти к финишу первыми, продержаться дольше других или собрать больше колец. В распоряжении будут Sonic, Tails, Shadow, Эми и даже Доктор Эггман. Также присутствует система кастомизации, но тут есть загвоздка. Незадача в том, что у игры на данный момент в Steam 138 обзоров, и только 39% из них положительные. Люди жалуются в основном на микротранзакции, например, на цены на скины по $45-60, которые, более того, дают бафы, а не являются просто кастомизацией ради кастомизации. Так что думайте, решайте сами, как говорится, стоит ли оно того. Анонсирован ретро-хоррор The Florist. Главная героиня Джессика доставляет цветы в какой-то городок, но поездка заканчивается, мягко говоря, не очень. По городу расходится некая смертельная болезнь, что вызывает неконтролируемый рост растений и превращает жертв в чудовищ. Девушке нужно спасти выживших и раскрыть секрет этой эпидемии. В целом, концепт не новый, но для тех, кто любит классические хорроры, типа Silent Hill или Резика, может понравиться. В игре предстоит изучать местность с фиксированными ракурсами камер, решать загадки, выживать среди жутких существ, у которых, кстати, с приходом ночи увеличиваются способности. В игре, однако, не все олд-механики соблюдены, например, безграничный инвентарь и автосохранение присутствуют, а еще гибкие настройки сложности. По атмосфере довольно прикольная, как по мне, с красивыми яркими локациями. Стартует она на ПК в 2026 году. Расслабляющий casual-симулятор по уборке листьев Leaf Playfair Company выйдет 17 ноября в этом году. Довольно яркий и с приятными цветами и атмосферой симулятор погружает нас в местечко, где нам, улучшая свое оборудование, нужно будет чистить улицы от листьев, причем в разные времена года и времени дня или ночи. 20 уникальных уровней, затем после сюжетного доступен режим открытой игры, в ней будут также дополнительные цели и награды. Медитативная Leaf Playfair Company будет доступна только на ПК и имеет демо-версию в Steam, ее я тоже уже опробовала, кстати, и ссылка в описании. В преддверии выхода 5-го сезона сериала «Очень странных дел» студия Black Seven Studios объявили о выходе своего ролевого экшена в духе, собственно, самого сериала Kingdom of Night. Игра с атмосферой 80-х предлагает спасти небольшой городок в Аризоне от вторжения демонов в качестве некого подростка Джона. Драма взросления, кошмары и ужасы, романтика, сражения нам обещают по-настоящему кинематографический контент. В игре также доступно 5 классов. Это варвар, разбойник, некромант, чародей и рыцарь. У них свои стили боя и древо умений. Есть экипировка, разные редкости. Кстати, игру можно проходить как в соло, так и вдвоем. Игра выйдет 2 декабря на ПК и когда-нибудь появится на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В Steam тоже доступна демо-версия. Релиз частного детектива Мауса, то бишь Mouse PI for Hire, перенесли на 19 марта 2026 года. Динамичный черно-белый шутер от первого лица в стиле классики мультов 1930-х годов погружает в очевидное из названия детективный сюжет. Нуарный шутер готовится к релизу на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
из дополнений, обновлений и улучшений в играх. В Apex Legends 4 ноября стартовал новый сезон. И самого важного, эта карта Олимпа получила глобальную переработку, там появились новые локации вместо старых. В игре появился мифический скин на R99, и по первым скринам мне показалось, что он не особо впечатляющий, потому что был похож на игрушечный самолетик. Но когда начали сливать его анимации, то он зашел очень многим, и люди переобулись, включая меня. Трое из легенд получили переработки также. Это Horizon, Rampart и Valkyria. Valkyria, тем более, уже действительно давно напрашивалась на баф. Horizon переработали пассивки за уровни КВО брони. Появилась возможность после поднятия на гравитационном лифте либо очень быстро опуститься вниз, либо лететь на ньюте так же, как и летает Lifeline на своем дроне. И ей бафнули ульту, сделав более стойкое хп у черной дыры и ускоренную перезарядку. У Rampart переработали пассивки, добавили возможность, стоя за барьерами, иметь бесконечное количество патронов. Ну а ее барьеры получили крыши и большую прочность. Valkyria получила самую масштабную из них троих переработку. Реактивный ранец стал быстрее перезаряжаться в 4 раза. Она стала более быстро и резво летать на нем же. Ее ракетный рой теперь можно выпускать в зданиях, он не оглушает и не наносит урон самой Вальке. У ульты ее теперь увеличена высота взлета, снижена перезарядка и увеличена скорость активации. Также при отмене ульты она не уходит на КД, как было раньше. И еще во время полета с ульты она может запускать ракетный рой по врагам. На данный момент это все большие изменения нового сезона, но мне, наверное, пора уже вернуться в Apex самой. Зря ж я там 2К часов провела. Следующая новость. В кооперативном хорроре The Outlast Trials ввели PvP-режим с названием Invision. Новинка стартовала 21 октября. Она доступна через терминалы в комнате отдыха и позволяет подключаться к сессиям в роли реагентки или самозванца. Так, через камеры можно следить за остальными и носить скин своих целей, чтобы одурачить их. Также с собой будет нож, с помощью которого, собственно, и можно устранить играющих. В обновлении были добавлены ивент, 2 испытания и новый магазин также. Что еще из обновлений интересного можно узнать, так это то, что в симулятор дварфского выживания и крафтинга The Lord of the Rings Return to Moria добавят новое крупное DLC под названием Durin's Folk. Расширение принесет с собой целых 20 часов нового геймплея, и в ее состав входят дополнительная сюжетная глава, что развивает лор Властелина колец, новые сооружения для строительства, новые локации, пункт вербовки NPC, генерируемые подземелья и обновленный баланс экономики. Выйти дополнение должно 18 ноября. Look Outside, ролевой хоррор на выживание, получит большое обновление Final Vision. Действие разворачивается в многоквартирном доме, где все выглядывающие в окна вдруг становятся чудовищами. А нам нужно исследовать здание на поиски припасов и оружия, при этом выслеживая монстров с боем в пошаговом режиме и общаясь с теми, кто еще может адекватно общаться. А между вылазками мы возвращаемся в свою сейф-зону квартиру. Обновление несет в себе несколько новых концовок, новые варианты взаимодействий, новые зоны и квесты, проклятый режим испытаний, новые битвы с боссами и множество новых чудовищ. God Simulator 3, известный многим симулятор козы, да, тоже получит дополнение, причем в стиле постапокалипсиса. По неизвестной причине случится конец света и воцарится хаос. Козе предстоит путешествовать по развалинам, полным тайн, выполняя задания. Также будут добавлены новые козы, транспорт и достижения. Выйдет DLC 19 ноября. Теперь немного про игры, сериалы, мультфильм по играм. Фильм «5 ночей с Фредди 2» получил новый трейлер. В нем были показаны попытки ГГ раскрыть секреты жуткой пиццерии, попутно вставляя кадры с пугающими аниматрониками. Я лично, да простят меня фанатки Five Nights, но вообще не интересуюсь вселенной. Конечно, как полагают, я про них знаю, много слышала, читала, даже пыталась играть, но ох, так уж вышло, что вообще не зашло лично мне. Но у многих это чуть ли не любимая вселенная, так что добро пожаловать с лором игры в комментариях, и я буду рада их почитать. И в целом пишите, как вам вообще сам трейлер фильма. Премьера его состоится 5 декабря. Режиссерка сиквела стала Эмма Тами, а к своим ролям вернулись Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лейл и Мэтью Лиллард. Состоялась премьера мультсериала Split Cell Dead Watch по культовой франшизе Cell Section от Ubisoft, и почти сразу же его продлили на 2 сезон. На Netflix 14 октября вышли все серии 1 сезона сразу, и многие похвалили качество анимации мультика и боевые сцены. Из недостатков не всем понравился новый образ Фишера. Я лично снова же не фанатка франшизы, так что смотреть его не буду, но может кому-то было бы интересно. Кстати, насчет 2 сезона инфы пока нет, кроме того факта, что история будет более масштабная, что бы это ни значило. Из прочих новостей индустрии, Steam новый рекорд онлайна — 41 миллион человек. Число ПК-геймерок и геймеров продолжает расти, и 12 октября платформа взяла очередной рекорд. Связано это может быть частично также с вышедшей Battlefield 6, что стартовало 10 октября. Ну и в целом за последние года число людей в Steam стремительно растет. Например, в 2020 году пиковый онлайн был еще 19 миллионов человек.
Также в Steam появился личный календарь с рекомендациями и отслеживанием релизов. Эта новая функция оказалась очень даже полезной и большинству понравилась, включая меня. Рекомендации основываются на похожих к вашему профилях и на тайтлах, в которые вы часто играете. Запущенные на пару минут игры в счет не идут. В самом календаре, как вы можете видеть, есть возможность разных фильтров по типу фильтр меток, число игр. Также показываются игры, выпущенные за последний месяц, за последнюю неделю или те, что скоро выйдут. Ссоры и скандалы индустрии у нас тоже не дремлют, и в этот раз множественные жалобы сотрудниц и сотрудников EA. Жалуются они на стремительное внедрение ИИ, что очевидно вызывает тревогу, не заменит ли их машина. Компания потребовала от них повсеместно использовать ИИ от написания кода до концепт-артов. В отделах обеспечения качества увольнения, например, уже начались. Так, бывший сотрудник Respawn Entertainment, занимавшийся сбором и анализом отзывов тестинг-отдела, рассказал, что его заменили роботом. Ведь руководство посчитало, что виртуальный помощник сможет быстрее заниматься этим делом и обобщать данные. Пресса также получила внутренние документы компании, где говорится, что часть персонала обязали проходить обучение по работе с ИИ, использовать технологию каждый день и даже обращаться к нейросетям за советами. В общем, да, ситуация довольно грустная. Пишите свои мысли на этот счет. Отвлекаясь от плохой ноты, сейчас у нас рубрика «Минутка игр от женщин». Как-то я записывала демо-версию хоррор игры Reflection of the Void, если интересно, ссылка в описании, и она мне понравилась, особенно по своей атмосфере. Так вот, спустя какое-то время я случайно нашла женщину, которая, собственно, и сделала эту игру, и она рассказала мне про себя и вторую создательницу проекта, так что сегодня больше про разработчиц, поэтому будет только одна игра от женщин в этом выпуске. Евгения, программистка-аниматорша игры из Одессы, с детства мечтала разрабатывать игры. Путь она начинала с настольных игр, которые я придумывала как хобби, а со временем переросло это все в профессию. После получения образования в области программирования она начала создавать собственные проекты на мобилке, а позже устроилась в студию и имела опыт работы Unity. В итоге более 6 лет опыта и 2 личных проекта на мобильных телефонах. В Echo Stories Game, так сейчас называется их компания, она отвечает за прокинг, анимацию и техническую реализацию игровых систем. Мария, родом из Сумской области, является нарратив и гейм-дизайнеркой, а также художницей. Она всегда была увлечена визуальными историями, и с 12 лет писала короткие рассказы, а к 15 романы и сценарии. После окончания университета начала карьеру в геймдеве как дизайнерка рекламных материалов. Сейчас за ее плечами 4 года опыта в дизайне, из которых 2 года в игровой индустрии. В компании Мария отвечает за весь творческий аспект: нарратив, визуальный стиль, интерфейс и геймдизайн. Она создает образы, миры и сценарии. И немного насчет самой их компании Echo Story Games. После знакомства Марии и Евгения они решили объединить свои знания и создать, собственно, свою небольшую студию, где технологии и эмоции идут рука об руку. Их цель — создавать истории, которые не оставляют равнодушными, побуждают задуматься и найти в себе что-то новое. Пока студия состоит из 2 человек, но в будущем команда планирует расширяться, чтобы привлекать специалисток по 3D и анимации. Разработка их дебютного проекта Reflection of the Void началась в августе 2024 года и продолжается по сей день. Сама игра, как вы видите на экране, это хоррор-визуальная новелла. В игре мы являемся неким хранителем дома, из которого невозможно сбежать. День за днем исследуем инструкциям, появляющимся на планшете. Можем, конечно, нарушить их, возможно, это что-то изменит, а может, станет хуже, кто знает. Но в любом случае главная задача выжить. Из особенностей игры это полная свобода выбора. Решай самостоятельно, какую дверь открыть, с кем взаимодействовать чаще. Можно даже выбрать любимчиков, но каждый выбор влияет не только на текущие диалоги, но и на последующие события, и решение может привести к смерти, собственной или кого-либо еще. Здесь бессмертных нет. Постапокалиптическая вселенная куда шире и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Самые внимательные откроют темный, жестокий и неожиданный мир. Кстати, тут также есть романс-линия. Она есть, но не всем удастся завоевать расположение неоднозначной и слегка странной девушки. Сначала придется понять ее мысли, почему она поступает именно так, возможно, все не так очевидно. Ну и, конечно, смысловая глубина. Одни увидят здесь лишь мрачную историю, другие — философию жизни и смерти, размышления о любви во всех ее проявлениях и цене выживания. Для кого-то главным станет психологический аспект сюжета, и все в любом случае будут правы. Я лично, играя в демку, хочу отметить очень красивый визуальный стиль, снова же атмосфера мрачности, даже некой окологотичности. Это как я люблю. Запланированной даты выхода пока нет, но еще раз, демо-версия в Steam доступна и сейчас, так что добро пожаловать на тестик игры. Что касается номинаций, на Golden Joystick Awards 2025 уже идет, либо прошло голосование на игру года. Не уверена, вышло ли это видео до 7 числа, потому как это крайний срок голосования. Anyway, на игру года претендуют Blueprints, Clair Obscure Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Donkey Kong Bonanza, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come Deliverance 2, Peak, Silent Hill F. Выбрать можно до 3 желаемых игр. Я уже свои голоса отдала, к слову. Сама церемония будет проходить 20 ноября в Лондоне, также ее можно посмотреть онлайн. Из других голосований и церемоний также известно, что церемония награждения PlayStation Partner Awards Japan Asia намечена на 3 декабря. И была также оглашена дата проведения следующего шоу Summer Game Fest, это 5 июня 2026 года.
Также в Steam сейчас проходит стороннее мероприятие Game Anglia Direct. Это новая инициатива Game Anglia, некоммерческой организации, работающей в интересах сообщества и призванной поддержать молодежь и разработчицы игры из Восточной Англии. Это онлайн-презентация различных игр, над которыми сейчас работают местные разработчики, разработчицы, и кроме того, у них проходит активная онлайн-распродажа, где можно ознакомиться с ассортиментом игр, разрабатываемых в Восточной Англии. Также прямо сейчас и до 11 ноября идет распродажа от издателей Gaming Group и Skystone Games. Из основного и важного на сегодня мы закончили. Кстати, я хотела спросить, как вам понравилось больше, как сейчас, или сделать приглушенные звуки трейлеров на заднем фоне. Ну и на этом все от Винчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока!